Октябрь 1941 года. Враг стремительно надвигается на столицу. 5 октября немцы взяли Юхнов. 14 заняли Калинин. До Москвы им остается 170 километров. Защищать столицу фактически некому. Ставка бросила на самое танкоопасное направление последний резерв – 316-ю стрелковую дивизию генерала Панфилова, только что прибывшую из-под Новгорода. Напротив нее на Волоколамском направлении 4 гитлеровские дивизии. Генерал Панфилов вызвал к себе командира 1-го батальона Талгарского стрелкового полка старшего лейтенанта Бауэржана Мамышулы и сообщил: каждому солдату придется драться за 5. Мать Бауэржана умерла, когда мальчику было 3 года. Его воспитанием занимались отец и бабушка. В 10 лет Мамышулы из аула отправили в город получать образование. С приходом советской власти в Казахстане стали появляться школы-интернаты, и Бауэржан стал одним из первых казахских детей, кто учился в русской школе. Окончив 9-летку, он работал учителем, секретарем райисполкома. Все изменилось в 1932 году, когда Мамышулы призвали в ряды Красной армии. Попав служить в 118-й казахский горно-кавалерийский полк, Бауэржан Мамышулы окончил школу младших командиров. Затем он выучился на артиллериста в военном училище, получив офицерское звание. Летом 1938 года Мамышулы, командир артиллерийской батареи, отражал атаку Квантунской армии у озера Хасан. Позже участвовал в походах на Карпаты в период присоединения Бессарабии. В 1940 году Бауэржан вернулся в Казахстан и работал инструктором в военкомате, занимался постановкой населения на воинский учет. Когда началась война, тут же подал рапорт об отправке на фронт. И в середине июля 1941 года Бауэржан Мамышулы поступил в распоряжение командира создаваемой 316-й дивизии. С началом Великой Отечественной войны из Казахстана на фронт ушла молодежь призывного возраста. Через месяц войны в 316-ю стрелковую дивизию набирали добровольцев, средний возраст которых был 30 лет. Приняв под командование едва сформированный батальон, Мамышулы обнаружил, за 1 месяц ему необходимо превратить 700 гражданских в слаженную боевую силу, способную бить врага. Немедленно начались учения. Мамышулы устроил для своих бойцов 50-километровый марш-бросок и потребовал бежать не по шоссе, а по горам и оврагам. Новобранцы с непривычки валились с ног. Эти проводимые тренировки в будущем дали возможность спасти многим свои жизни. 18 августа 1941 года на Алма-Атинской железнодорожной станции 316-ю дивизию провожали на фронт. Казахстанцев направили под Новгород оборонять подступы к Ленинграду. Ну а потом случилось непредвиденное. Силам немецкой группы армии «Центр» удалось прорвать оборону советских войск и окружить западнее Вязьмы 4 армии. Потери убитыми и ранеными Красной армии превысили 380 тысяч человек. В плен попало свыше 600 тысяч. Дорога на Москву была открыта. Советское командование приняло экстренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению нарушенного фронта. В связи с создавшейся обстановкой 7 октября дивизия Панфилова была переброшена в окрестности советской столицы и получила приказ оборонять участок протяженностью 41 километр вдоль реки Руза, особенно шоссе, проходящее через Волоколамск. Дивизия генерала Панфилова, в составе которой воевал батальон Мамышулы, прибыла в 16-ю армию генерала Рокоссовского, когда после разгрома под Вязьмой она начала только заново формироваться. Именно в те октябрьские дни командир батальона Бауэржан Мамышулы и получил немыслимый приказ закрыть своими силами в количестве 700 человек рубеж обороны длиной в 8 километров. Было ясно, просто сидеть и ждать атаки значит обречь себя на поражение. Чтобы выстоять, нужно было атаковать. Малыми силами, с ручными пулеметами нападать на врага из засады. Если окружат, выскользнуть и напасть в другом месте. 16 октября 1941 года ударом 2 танковых дивизий немцы начали наступление на Волоколамском направлении. За несколько дней немцам удалось потеснить силы дивизии, но оборона оказалась настолько отчаянной, что враг был вынужден прекратить атаки.
Участок Мамушулы немцы обстреливали артиллерией и бомбили с воздуха. У командира отсутствовала связь с ротами, и чтобы управлять войсками, Бауэржан на своем скакуне метался от одного взвода к другому. То, что была нарушена связь со штабом, комбат не знал. Не знал он также, что дивизия отошла. Они одни оставались на рубеже. Фронт был прорван, батальон был окружен. В создавшейся ситуации Бауэржан поступает крайне нестандартно. Он отказывается от прорыва к своим. Он пошел по тылам врага, что было очень неожиданно для гитлеровцев. Ведь фронт откатился почти на 10 километров, и можно было немного расслабиться, пользуясь возникшей передышкой. Бауэржан Мамушулы со своим батальоном, прячась в дневное время в лесу, в ночное время проводил стремительные рейды, уничтожая противника. 24 октября 1941 года батальон Мамушулы врезался в хвост немецких колонн, которые в то время наступали на Волоколамск. Бауэржан и его бойцы вступили в бой. Им удалось на 2 суток задержать противника и дать время дивизии сгруппировать свои силы. В штабе дивизии батальон Мамушулы уже успели объявить погибшим. Когда генерал Панфилов увидел идущую колонну живых и невредимых солдат и офицеров, не выдержал. Слезы навернулись на его глазах. За 2 месяца боев под Москвой первый батальон Талгарского полка 316-й дивизии принял 27 боев. 5 раз Бауэржан Мамушулы и его солдаты попадали в окружение, и каждый раз командир выводил свой батальон с минимальными потерями. Его действия были часто дерзкими и безрассудными, а поэтому неожиданными для противника. Мамушулы лучше всех смог воплотить разработанную Панфиловым тактику петли. Генерал предлагал отказаться от линейной обороны, а вместо этого рассредоточить боевые подразделения в разных местах. Под Москвой, когда не хватало резервов, Панфилов использовал так называемые подвижные отряды заграждения, которые держатся позади основных сил и в любой момент готовы к контратаке. Мамушулы он ценил за отвагу и смекалку. 16 ноября 1941 года началось второе наступление немцев на Москву. На Волоколамском направлении 4-я танковая группа армии «Центр» в несколько раз превосходила по силе 16-ю армию Рокоссовского. В этот день 500 бойцов батальона Бауэржана Мамушулы в отрыве от дивизии удерживали 5-километровый фронт у станции Матрёнино. На свой страх и риск комбат отдал приказ оставить станцию. Немцы заняли Матрёнино, разошлись по домам и стали праздновать победу. Дождавшись, когда враг потерял бдительность, Мамушулы отдал новый приказ – контратаковать. 120 человек роты лейтенанта Филимонова выбили противника из поселка, уничтожив около 300 гитлеровцев. На целых 3 дня первому батальону удалось задержать врага у станции Матрёнино и деревни Горюны. Дивизия выполнила поставленную задачу. Она остановила врага. Это позволило сосредоточить резервы 16-й армии и перейти в контрнаступление. 18 ноября 1941 года, когда командир дивизии генерал Панфилов трагически погиб от осколков немецкой мины, 316-я стрелковая дивизия была преобразована в 8-ю гвардейскую. А 23 ноября 1941 года дивизии официально было присвоено имя ее первого командира Ивана Панфилова. Накануне, 22 ноября, немецкие танки прорвались в город Клин. До Москвы оставалось около 80 километров. Однако Красная армия вынуждена была отступать. 23 ноября старший лейтенант Мамушулы был назначен командиром полка. Прежнего отстранили за то, что не мог сдержать оборону. Под командованием Бауэржана Мамушулы 19-й гвардейский стрелковый полк в течение 4 суток с 26 по 30 ноября вел упорные бои в районе деревни Соколово. Однако врагу удалось оттеснить бойцов к Крюково. 5 декабря 1941 года во время боев за Крюково Бауэржан был тяжело ранен. В тот день, когда Мамушулы боролся со смертью, пришла радостная весть. В Алма-Ате его жена Жамал родила сына. Однако Мамушулы обнимет маленького Бахеджана только через 2 года, когда в декабре 1943 приедет в Алма-Ату на лечение. Но уже в декабре 1941 для Казахстана Бауэржан Мамушулы стал национальным героем. В январе 1942 года под Демянском полку старшего лейтенанта Мамушулы пришлось драться с отборной немецкой группой из дивизии СС «Мертвая голова».
Ночью, разделив полк на 20 отрядов, командир приказал атаковать сразу 6 деревень, занятых противником. После нескольких часов боя знаменитая гитлеровская дивизия не досчиталась более 1000 солдат, в то время как потери Мамышулы – 157 бойцов. С марта по май 1942 года бойцы Бауэржана находились в огневом мешке противника, держали оборону в лесах Новгородской области. Отбив 100 атак, полк не сдвинулся назад ни на метр. Войну Бауэржан Мамышулы закончил в звании полковника. После учебы в Академии Генштаба в Москве Бауэржану предлагали командовать штабом корпуса или бригады. Однако амбициозный Мамышулы рассчитывал на должность командира дивизии, о чем так и заявил начальнику Генштаба маршалу Соколовскому. Естественно, что начальнику Генштаба это не понравилось. И в результате полковника Бауэржана Мамышулы отправили в Сибирский военный округ на должность подполковника, заместителем командира бригады. После 2 лет службы в Сибири Мамышулы перевелся старшим преподавателем кафедры общей тактики и оперативного искусства в Военную академию тыла и снабжения имени Молотова, а в 1955 году подал в отставку и вернулся в Алма-Ату. Ему было тогда всего 45 лет, однако найти работу не получалось, никто не хотел связываться со своенравным Мамышулы. Он хоть и народный герой, но очень уж неудобный. В 50-е годы Мамышулы, тогда уже известный герой нашумевшей повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», сам взялся за перо. Он написал несколько рассказов и повестей. «За нами Москва», «История одной ночи», «Психология войны». У нас в Казахстане пишут о войне те, которые не видели войны, порох не нюхали. Они не знают, что такое война. Я знаю солдат, душу солдата. Я был солдатом сам. Поэтому я хочу заложить основы казахской военной литературы. И в соответствии со своим утверждением Бауэржан Мамышулы стал основоположником казахской военной литературы. Обретя себя в литературном творчестве, герой войны стал одним из самых известных людей в Казахстане. В 1963 году полковник Мамышулы был приглашен на Кубу в качестве личного гостя министра обороны Рауля Кастро. На острове Свободы казахского героя встречали почти как Юрия Гагарина. Мамышулы читал лекции о военной тактике, а кубинские военные избрали его почетным командиром 53-й дивизии революционных вооруженных сил Кубы. Признание на родине легендарный защитник Москвы получил лишь спустя много лет. За проявленное мужество и героизм в битве под Москвой капитан Бауэржан Мамышулы в 1942 году был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако был удостоен этого звания лишь посмертно 11 декабря 1990 года. Скончался герой 10 июня 1982 года в городе Алма-Ата. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!